Всех приветствую. Сижу тут, рассматриваю транец свой. Думаю, как его уж усилить. Заодно заметил, что у меня вся лодка черная. Это все троллинг виноват. Ну а так я посмотрел много уже видео, посмотрел, кто что делает, а там кто на что гораст. Видел даже сварные конструкции, прям весь корпус усилен, и связано все это с трансом. Это, конечно, точно не мой вариант. Я как понял, вся задача увеличить площадь опоры, поэтому мне больше подходит способ с доской. Но вот прямо доску вставлять я не хочу. Я думаю попробовать сделать по форме баллона прям упор, то есть полукруглый. Мне кажется, лучше будет распределяться нагрузка. Правда, не знаю, что и как из чего это делать, поэтому сейчас буду думать. Делать решил из АКП, потому что он относительно легкий, при этом жесткий, ну и неплохо гнется. Сейчас только надо придумать, как его по форме баллона согнуть. Согнуть получилось об газовый баллон на 27 литров. В принципе, почти подходит. Баллон, конечно, по диаметру поменьше, но после сгибания КП разгибается немного. И получается как раз то, что надо. Только подумал, что жесткости маловато. Сейчас, наверное, еще такой кусочек согну и склею их вместе. Все, 2 листа склеил. Клеил все так же на пропановом баллоне. По-другому их никак не сжать, там, не стянуть. Сейчас предстоит много резки. Материала брал специально с запасом, потому что знал, что не смогу вот идеально края там загнуть. И при склейке края тоже все стянуть идеально не смогу. Все, сейчас буду резать. Вырезал упор. Будет пока вот такой формы. Потом покатаюсь, может быть, что-то изменю. Из интересного, на заводе пятаки не по центру приклеены. На сантиметр смещены. Нижние. И надо упор вот здесь делать, проставку. Вот сейчас этим займусь. Все готово. Выглядит как-то это все вот так. Осталось теперь только проверить на воде эффективность всей этой конструкции. Параллельно собрал двигатель. Пришла мне эта пластмасска. 2 дня ждал ее. 440 рублей стоило. В принципе, терпимо. Пришлось тут место подготовить. Вот здесь после нарезания резьбы, вот здесь торчал алюминий острый. Причем упирался в пластмасску. Сточил его. Снизу проставил шайбу между этой пластмасской и вот этой скобой. Чтобы ничего острого в эту пластмасску не упиралось, а то опять хлопнет. Ну и все собрал на гравирах. Что здесь гравирах, что здесь. Мне не очень нравится вот это все сажать на фиксатор резьбы. Разбирать, скорее всего, еще придется. Путь для веревки тоже весь там облагорожен. Все острое убрано. Теперь веревочка нигде не трется. Ну и саму веревку тоже поменял. Только купил не ту веревку. Покупал на глаз. Взял 5 мм. А здесь, оказывается, стоит 4 мм. Немного задевает, конечно. Но я думаю, ничего страшного. Если что, потом быстренько ее поменяю на 4 мм. Цена тут вопроса 80 рублей. Так, можно попробовать замерить скорость. Я еще, кстати, иридиевую свечу поставил. Небольшой такой эксперимент провел. Собрал часть моего будущего стенда для проверки свечей. Свечи, конечно, надо под давлением проверять. Для этого нужна камера. У меня ее пока нету. Она в разработке. Попробую сейчас для начала на воздухе просто. В наличии у меня сейчас только 2 свечи есть. Первая это бризг. Полчаса работала на газонокосилке. Зазор 0,7. С нее и начнем. Искра бьет как-то хаотично. И смотрите, какой ток большой. Ну-ка еще раз. Ну да. Больше 4 ампер всегда держится. А вторая свеча Денса, иридиевая, вот такая моделька, будет в Си-Про стоять 2,6 у меня. Мне многие говорили, что надо ставить иридий, с ним мотор лучше работает, меньше свечу закидывает. Вот попробую ее потом в мотор поставить. А для начала сейчас на стенде посмотрим, на воздухе. Бьет в одно место и ток маленький 0,5 ампера. Интересно.
Результат, конечно, интересный. Я на самом деле сомневался. Думал, на открытом воздухе-то все одинаково примерно будет работать. А тут вот какая разница получилась. Почти под 5 ампер на бризке и 0,5 ампера на иридиевой. То есть иридиевую-то пробить легче получается. Ну, теперь осталось ее в мотор вкрутить и посмотреть, изменится ли что-нибудь в работе мотора вообще. Может, после залива хотя бы заводиться легче начнет, уже хорошо будет. Ну, эксперимент, конечно, так себе, но иридиевая свеча себя как-то получше показывает. Посмотрим. Мне интересно, когда он зальется, когда я его подниму вертикально, после этого с 5-го раза заведется или с 1-го. Вот это будет показательно. Он заводится, как обычно, хорошо. Да, траву все-таки нацепил, надо снимать. Так, ну смотрим. Так, усиление транса явно помогло. Двигатель, конечно, все равно чуть-чуть наклоняется, но уже не так сильно, в разы меньше. Но скорости при этом все равно нету нифига. И лодка в кобре идет постоянно. Видно, уже мощи не хватает из кобры выйти. У меня что-то подобное на фрегате было с газонокосилкой. Тоже так кверху носом катался. А потом чуть это мощность увеличил, и все пошло. Перешел как бы этот момент. Сейчас попробую что-нибудь тут поковырять, с углом поработать и попробую, может, чуть-чуть поднять двигатель. Конечно, навряд ли это сильно какой результат даст, но вдруг. И, кстати, стало видно, как вот эти пятаки тянет. Теперь внизу видно есть упор и начинает как бы пытаться выдрать вот эти верхние. Тут тоже надо будет как-то подусилить, что-то сделать. Мне кажется, если это доработать, будет вообще замечательно двигатель стоять. Надо вот только с мощностью, конечно, начинать уже заниматься. Да это, конечно, не дело. Еще проблема та же, что и на фрегате была. Пузырь воздуха набирается под лодкой, а потом проскакивает назад и прям под винт попадает. Так, неприятно немного. Наверное, тоже проблема будет. Полы тут, конечно, надо усилить, 100%. Именно с этими полами тут никакого результата не будет. Еще интересный момент, вот смотрите. Обороты. Скорость как бы почти 8. А теперь до упора. То есть получается, до упора газ и не надо выкручивать. 3800 и нормально, поэкономичнее будет. Толку нету крутить его до конца. Что-то его душит очень сильно. Попробовал максимум назад сместиться. Конечно, неудобно, но так, для интереса.
вот такой результат получился. Ранец, конечно, усилился. Стал совсем чуть-чуть гнуться. Теперь я понял, что дорабатывать надо, чтобы он вообще, ну, в теории, по крайней мере, не гнулся. Это я сделаю. И надо, конечно, с мотором что-то решать. Не едет он на свои 60 кубов, что-то его душит очень сильно. Он во сколько получается? Раза в 3 медленнее, чем газонокосилка. А кубатура у них одинаковая. Я этим займусь. Все по-простому сделаю. Просто возьму все доработки, которые были на газонокосилке, и перенесу на него. Только немного поумнее это сделаю. Не буду сразу там все делать, все доработки переносить. А чтобы понять, какая доработка больше дала результата, какая меньше, что вообще, может, не стоит делать, я буду поэтапно, поочередно это делать. По времени, конечно, это подрастянется, но зато появится понимание, вот что надо делать, а что нет, что в первую очередь, а что так. А так, на сегодня у меня, в принципе, все. Всем до скорого, всем пока.